Дорогие друзья, приглашаю сегодня вас связать очень интересный, скажу сразу, непростой, но необычный узор. Крючок 1,4, пряжа 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Этот узор прекрасно будет смотреться буквально из любой пряжи. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего узора с одной воздушной петли. Далее я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Далее накид на крючок, и я ввожу крючок в первую воздушную петлю. И выполняю столбик с накидом. Вот такое колечко у меня получилось. И прежде чем продолжить, я выполняю 1, 2, 3 воздушные петли подъема, которые заменяют у меня столбик с накидом, и воздушная петля арки. Работу разворачиваю. Под мои воздушные петелечки, видите, они сверху у меня. Я выполняю накид на крючок и провязываю столбик с накидом. Далее воздушная, столбик с накидом. Это второй у меня столбик с накидом. Далее воздушная, третий столбик с накидом, воздушная и четвертый столбик с накидом. Выполнили. Далее очень внимательно я выполняю одну воздушную петлю подъема и работу разворачиваю. И буду выполнять столбики без накида. Считаем под арочку, пропускаю вершинку, это очень важно, под арочку первый, далее вершинку второй, третий, четвертый, пятый, вершинку шестой, под арочку седьмой. И теперь очень внимательно ввожу крючок, смотрите, 1, 2, 3 в третью воздушную петелечку подъема, 8 столбик без накида. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Арочку или цепочку. Далее еще одна арка. 1, 2, 3, 4, 5 из 5 воздушных, накид на крючок. И смотрите, я ввожу крючок в шестую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. И вот моя шестая петля. Ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. То есть точно так же, как я выполняла здесь. Далее точно выполняю такой же сегментик. Как мы это делаем? Мы выполняем 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля арки и работу разворачиваем. Видите, да? И теперь в колечко из воздушных я провязываю столбики с накидом. Считаем первый и воздушная, второй и воздушная, третий и воздушная, и четвертый столбик с накидом. Я повторюсь, мы выполняем все точно так же, как в нашем первом сегменте. Далее очень внимательно воздушная петля подъема и работу разворачиваю. И как и в первом сегментике выполняем 8 столбиков без накида. Вершинку пропускаем и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Помним, под арочку 7 и 8 в третью воздушную петлю подъема. 1, 2, 3. Ввожу крючок, столбик без накида. И далее опять 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, я останавливаюсь и
вы будете выполнять такое количество ваших сегментов. У нас сегмент, смотрите, состоит из вот такого колечка и провязанных столбиков и воздушных петель. Это наш с вами раппорт в ширину. Таких раппортов вы выполняете на длину вашего полотна. Завершу выполнение я вместе с вами и перейду на выполнение следующего ряда. Мы с вами выполнили необходимое количество раппортов в ширину. У вас может быть полотно намного шире. И смотрите, саму цепочку, само полотно я завершаю вот одним таким сегментиком, чтобы наше полотно было красивое, был край красивый и симметрично и хорошо смотрелось. Выполнили. Повторюсь, 5 воздушных мы не выполняем в данном случае, а продолжаем работу и будем выполнять основу для следующего ряда. Возвращаюсь на эту сторону. Скажу сразу, что у этого узора нет, ну скажем так, лицевой и изнаночной стороны, он двусторонний. Я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5 и работу разворачиваю. Смотрите, я пропускаю вершинку первого столбика. В вершинку следующего столбика я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И считаю, всего я должна провязать 3 столбика без накида. Первый готов, далее второй и третий. Далее 1 воздушная, и я работу разворачиваю. И теперь в мое колечко, вот которое образовалось, я буду провязывать столбики с накидом. Накид, ввожу крючок в колечко, столбик с накидом, воздушная и столбик с накидом. Выполнили. Далее я выполняю 1 воздушную петлю подъема и работу разворачиваю. Пропускаю вершинку и под арочку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Первый, далее второй и под воздушную третий. Выполнили. Теперь очень внимательно смотрите. Я ввожу крючок в вершинку столбика, который вот я провязывала мой сегмент. И при этом захватываю за 2 нити. Вот таким образом. Провязываю. Далее я ввожу крючок в следующую вершинку. И теперь общая вершинка, то есть 2 столбика без накида не завершенные. И вот такая красота у нас с вами получается. Далее я выполняю еще 1 столбик без накида и еще 1. Как бы провязывая, да, вот общая вершинка и еще 2 столбика. И над этим столбиком я выполняю пико из 3 воздушных. Выполнили. Далее в вершинку столбика ввожу крючок, столбик без накида и в воздушную петлю подъема очень внимательно ввожу крючок, столбик без накида. И мы продолжаем с вами работу. Далее я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И теперь мы с вами очень внимательно пропускаем вершинку одну, в следующую вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И считаем. Первый столбик, далее второй и третий. Выполнили. Далее воздушная.
И вот если вы посмотрите на этот узор, я остановлюсь и два слова буквально скажу. Тут основной принцип. Выполнили арку, обвязали. То есть выполни арку, обвяжи. Вот мы с вами выполнили арочку и теперь разворачиваемся и начинаем ее обвязывать. Воздушная продолжаем. Под арку я ввожу крючок и выполняю первый столбик с накидом, воздушная, второй столбик с накидом, воздушная, третий, воздушная и четвертый. То есть точно так же, как мы выполняли с вами, помните, здесь. Далее одна воздушная петля подъема. Я работу разворачиваю и выполняю. Пропускаю вершинку и провязываю. Раз, два, три, четыре, 5, 6 и 7 столбиков без накида. Выполнили. Далее продолжаем нашу работу. И после того, как мы выполнили 7 столбиков без накида, выполняем точно так же, вот как мы выполняли здесь. Да? То есть что мы делаем? Вводим крючок, незавершенный столбик без накида, в следующую вершинку еще один столбик и общая вершинка. Далее раз, два и пикой из 3 воздушных. И далее опять 2 столбика. Раз и 2. И вновь вяжем арочку из 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Помним, пропускаем вершинку, в следующую я ввожу крючок и раз, два, три, воздушная, работу разворачиваю. И под арочку выполняю все то же самое, что мы выполняли с вами здесь. Так вы выполняете все свое полотно на всю длину, а завершу уже выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами продолжаем нашу работу. И смотрите, завершила я ряд абсолютно точно так же, как вот я выполняла этот сегментик. Не забываем провязывать петелечку подъема. Вот так нежно и красиво у нас с вами получается. И начинаем выполнение нашего следующего ряда с арочки. Очень внимательно. Из 7 воздушных петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Работу разворачиваем. И теперь, смотрите, я ввожу крючок. Вот видите мой столбик, который провязан под воздушную петлю. Ввожу крючок и выполняю 3 столбика без накида ровно, то есть каждую вершинку. 1, 2, 3. Выполнили. Далее воздушная, работу разворачиваем. И под арочку, как и ранее, мы с вами помните, да, выполняем наши столбики с накидом. Считаем. 1 воздушная, 2 воздушная, 3 воздушная и 4-й наш столбик. То есть выполнили 4 раза. Выполнили. Далее мы продолжаем работу. И точно так же, как и ранее, воздушная петля подъема, работу разворачиваем и выполняем под арочку столбик 1 и считаем. 2, 3, 4,
5, 6 и под арочку из одной воздушной 7. Выполнили 7 столбиков без накида. То есть все точно так же, как выполняли, помним, ранее, да? Далее по такому же принципу выполняем незавершенный столбик, вводим крючок, незавершенный столбик, общая вершинка. Далее 1, 2 и пикой с 3 воздушных. И 2 столбика без накида. 1 и воздушную петлю подъема не забываем. 2. Выполнили. И смотрим, что у нас получилось. Видите? Красиво, нежно и очень аккуратно. Мы продолжаем с вами работу. Я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И, как и ранее, ввожу крючок в вершинку столбика, который у меня провязан над воздушной. И выполняю 3 столбика без накида ровно. 1, 2, 3, воздушная. Работу разворачиваю. И под арочку провязываю все точно так же, как и ранее. 4 столбика, помним, да, с накидом. 1, воздушная. 2, 3, не забываем воздушные делать, и 4. Далее воздушная петля, работу разворачиваем и все выполняем точно так же, как и здесь, до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. И мы завершаем выполнение нашего ряда. В этом случае мы выполнили арочку из 5, 3 столбика без накида. И выполняем все точно так же, как и ранее. Воздушная, работу я разворачиваю. Здесь очень важно понять, что у нас осталась только одна воздушная петелечка подъема не провязанная. Мы продолжаем все точно так же выполнять, как и ранее. Столбик, воздушная. Столбик, воздушная, столбик, воздушная и столбик. Далее воздушная, работу разворачиваю и считаем. Пропускаем первую вершинку. Я здесь немножко быстрее буду делать. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик под воздушную. И теперь смотрите очень внимательно. Завершаем выполнение, ввожу крючок, незавершенный столбик и в воздушную петлю подъема, ее не пропускаем. И теперь общая вершинка. И вот теперь смотрите очень внимательно. Мы с вами выполнили наш раппорт в высоту. Здесь главное понять принцип выполнения. Сам узор, он кажется сложноватым, но на самом деле, поняв принцип, вы выполните его очень легко. И помним, да, сделал арку, обвяжи. Что мы дальше делаем? Далее у нас идет, как и здесь, арочка из 5 воздушных. То есть мы начинаем повторять 1, 2, 3, 4, 5. И теперь, как и ранее, помним, мы пропускаем первую вершинку, в следующую вершинку я ввожу крючок и выполняю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Выполнили. Далее воздушная. Работу разворачиваем. И в этом случае, помним, да, мы выполняли только 2 столбика. Точно так же все выполняем. Первый столбик, воздушная и второй столбик. Далее воздушная петля подъема, работу разворачиваю. Я начну выполнять, вы уже продолжите самостоятельно по одной простой причине, что у нас с вами все повторяется. Пропускаем мы с вами первую вершинку и выполняем. 1, 2, 3,
Далее ввожу крючок, незавершенный столбик, следующую вершинку, общая вершинка. И помним: 1, 2 и пико. И опять 2 столбика. Первый столбик без накида и второй в петлю подъема. Выполнили. Вот видите, у нас с вами уже идет наше повторение. Далее у нас арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И вводим крючок. Помним, да, вершинку столбика, который под воздушную. Столбик без накида. Далее продолжаем. Мы выполняем еще 2 столбика, всего их 3. Воздушная. Работу разворачиваем. Помним принцип: сделал арку, обвяжи. У нас с вами 4 столбика. 1, воздушная, 2, воздушная, 3, воздушная и 4. Далее воздушная, работу разворачиваем. И так мы с вами будем выполнять наш узор на необходимую нам высоту. То есть опять же довязываем, да, и арочка. Ну, то есть все точно так же, как выполняли и ранее. Узор красивый получается, очень необычный, прекрасно будет смотреться из любой пряжи. Повторюсь, непростой, главное понять принцип. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающий узор крючком. Скажу сразу, что узор непростой, но смотрится потрясающе и будет очень интересно смотреться буквально из любой пряжи. Из хлопка, из тоненькой ангоровой пряжи. Я думаю, что если вы возьмете батик, очень тоже интересно и необычно будет смотреться. Можно вязать полотно, смотрите, сверху вниз, далее снизу вверх. И также необычно и красиво смотрится при поперечном вязании. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы использовали этот узор. До новых встреч и творческих вам успехов!